Привет! Вы на канале Need for Travel. После небольшого перерыва мы снова возвращаемся к сериям выпусков о велопутешествии на Шри-Ланке. Это наше уже 4-е видео, поэтому если вы хотите больше узнать о нашем маршруте, то ссылочки на предыдущие видео мы оставим в описании. В этом видео мы перенесемся в город, который по праву называют культурной столицей Шри-Ланки, в город Канди. Хочу заметить, что наше знакомство с Канди началось совсем необычно и немного позже, чем предполагали, месяца так на 3. А все потому, что мы застряли в этом городе во время карантина. Как только мы приехали в Канди, мы решили немного перевести дух, так сказать, релакснуть. Но недолго, дня 3, только чтобы набраться сил и спланировать маршрут дальше. Гестхаус выбирали в первую очередь по цене, потому что жилья в Канди по цене до $10 оказалось очень много, а не то, что в маленьких нетуристических городках. Но подходящий гестхаус мы нашли только с 3-го раза. В первых 2 нас не устраивало их высокое расположение. Говорят, даже некоторые тук-тукеры завозят сюда туристов только по спецпрайсу. Жалко, видео не передает реальный угол наклона. В Канди большинство жилья находится на холмах, и это не исключение. Уже 2-й день подряд мы чуть не сдохли, пока заперлись на вот этот холм. Также отсутствовала кухня и Wi-Fi. С Wi-Fi на Шри-Ланке в принципе плохо, о чем мы уже устали говорить. 3-м вариантом оказался гестхаус у реки за $7,5. Вообще-то хозяева отменили нашу бронь и не ждали нас, потому что количество случаев коронавируса на Шри-Ланке только росло. Но мы этого всего не знали, поэтому приехали, хозяева посовещались и пошли на уступки, приняли нас у себя дома. И раз у них был интернет и кухня, мы попросились остаться еще. Ну, так и застряли у них на 3 месяца. Отмечали с ними все национальные праздники в это время. И Новый год в апреле, и Весак, день рождения, просветления и смерти Будды в мае. Но это уже другая история, о которой мы рассказывали в видео о карантине и о Новом годе на Шри-Ланке. Ссылочки будут в описании. И вот пришло время рассказать, чем мы занимались в Канди после карантина. Свобода! В конце мая, примерно через 2 месяца после начала комендантского часа, мы наконец вышли на свободу. И как же нам хотелось все исследовать, вы не представляете. Первое время даже поездка за хлебом казалась событием, покатушкой. И пока было неизвестно, заселяют ли иностранцы в других городах или все же кричат «корона» до сих пор, мы решили не рисковать, а исследовать окрестности Канди. Начнем с озера в центре города. Это такая себе визитная карточка Канди. Думаю, многие его недооценивают, но мы им очень прониклись. Его невозможно не посетить. Оно не маленькое и очень крутое. Вот честно, из всего, что мы видели в черте города, озеро нам понравилось больше всего. И даже не потому, что оно бесплатное. Количество живности тут просто зашкаливает. Не нужен никакой зоопарк. Огромные вараны перебегают дорогу, черепашки загорают на солнышке, а от количества птиц просто рябит в глазах. Не стоит быстро проезжать озеро, как само собой разумеющуюся часть Канди. Придите сюда пешком и не спеша погуляйте. Храм Зуба-Будды – одна из самых важных буддийских святынь на острове и одна из самых известных достопримечательностей на Шри-Ланке в принципе, так сказать, must visit. Это место вошло в список наследия ЮНЕСКО, одно из 8 на Шри-Ланке, и вход сюда не дешевый – 3000 рупий с человека. Но мы в этот храм не попали. Поначалу мы сомневались, стоит ли туда идти из-за цены, но затем мы просто не смогли этого сделать, потому что поначалу храм был закрыт и для местных, и для иностранцев во время локдауна и комендантского часа, а с середины июня храм был закрыт только для иностранцев. В общем, мы решили, что, наверное, все-таки не судьба нам сходить в храм Зуба-Будды, и, если честно, не очень-то и расстроились. Но наши знакомые, которые были в этом храме, все-таки расстроились, что мы туда не попали. Говорят, территория там красивая. В общем, я думаю, стоит все-таки туда сходить, если вы все-таки будете в Канди, ну, хотя бы для галочки. Если сходите, напишите в комментариях, понравилось ли вам там. Во время гражданской войны на Шри-Ланке на храм Зуба-Будды было покушение. Хотели его подорвать. Но зуб не пострадал. Теперь у храма Зуба-Будды особенный контроль. Так что ни в коем случае не летайте над храмом Зуба-Будды
на дроне, ну или летайте, если хотите прославиться в местных газетах как террорист, отсидеть пару недель в тюрьме и потратить денег на адвоката, примерно как на покупку нового дрона. Знаем о таком одном случае. Но еще до этого случая нам удалось полетать на дроне, но над озером. Кстати, с этой смотровой площадки открывается вид на огромную статую Будды на холме. Почему бы туда не прогуляться, раз вы уже в Канне? Для велосипедистов подъем туда не из легких. Да и Будду лучше созерцать издалека, если честно. Но зато вы получите еще одну крутую смотровую площадку на город и на озеро. Неподалеку от зуба Будды есть Королевский лес. Это место очень популярное. До карантина здесь было очень много людей. Посмотрите на это. Это Cycling Track. И это еще лучшая его часть. Вообще кошмар. Берут $5 за вход, и при этом инфраструктуры просто никакой для велосипедов. То есть вот эта вот дорога, которая якобы дорога, она там заканчивается через 100 метров, ну неважно. Вот эта вот дорога, это не Cycling Track, по ней нельзя ездить. А вот это вот лучшая его часть. Это Cycling Track. Пожалуйста, вперед. Ну, судя по всему, пещера какого-то бомжа. Фу, воняет, господи. О, фу. В общем, нечего тут рекомендовать. Только когда уже вы все посетили, то для разнообразия может и стоит сходить сюда, не более того. Ищите отличный веломаршрут из Канти на один день? Съездите к водопаду Хунас. Этот водопад далеко не самая популярная достопримечательность вокруг Канти, поэтому вряд ли вы нарветесь тут на толпы туристов. Мы же вообще оказались тут первыми туристами за последние 3 месяца, так как приехали сюда сразу после отмены комендантского часа. March 15 closed and foreigners not coming. Вот такой вот сезон дождей, постоянно идет дождь. Нам уже 3 раза приходилось пережидать дождь. Сезон дождей — это какая-то жесть. Наконец-то закончился дождь, и мы вышли на тропу. За нами идет какой-то чувак. Не, это Юра. Это Юра. Ой, уже не идет. Идет он. За нами кто-то ходит и потом предлагает свои услуги как гида. То есть уже по факту за то, что рядом с нами походил. Вон там. Этот чувак идет. Чувак, который наш гид якобы. Говорю, мужик вот это напрягается, уже задолбал. Глаз нас не спускает. А вот и мужик. Как он тут классно получается. Водопад сложно описать, тут перехватывает дух. Лучше смотрите сами. А что там с дроном? Мы же наслаждались не только самим водопадом, но и 25-километровым треком к нему, по дорогам через лес и села. К счастью, набор высоты здесь не резкий. Можно ехать и наслаждаться видами и на велосипеде, и на байке. На автобусе сюда тоже можно добраться до ближайшего села, а потом пройти пешком, но это уже не так удобно. Кстати, если поедете к водопаду на машине или байке, спланируйте в тот же день проехать чуть дальше водопада на озеро Симбувате. Мы его упоминали уже в предыдущем видео. Наш
Шри-Ланке везде куча живности, и она даже цепляется к вам. Вначале ко мне прицепилась ящерица на велосипеде, я ее провезла около километра. А когда мы приехали на водопад, к моей ноге прицепилась пиявка. Я вначале думаю, что-то меня щипает. Наверное, может, я не знаю, веточка попала, еще что-то. Смотрю, она там сидит и сосет с меня кровь. И теперь у меня все руки в зеленке. А вот дамба Виктория находится уже подальше, в 35 километрах от Канди. За день можно справиться на велосипедах, но будьте готовы к набору высоты в 1500 метров. Это был наш первый длительный выезд после двухмесячного комендантского часа. И дался он нам очень с трудом. Казалось, что едем все время вверх. Так что если вы к такому не готовы, подумайте о поездке на байке. Виды здесь очень красивые, вам наверняка захочется часто останавливаться и все фотографировать. Сама дамба – это ворота в резервуар Виктория, тот самый, из которого питьевая вода поступает в краны соседних районов. К сожалению, на саму дамбу нас не пустили, но мы смогли посмотреть на нее со смотровой площадки. Если у вас много времени в Канди, то почему бы и не съездить? Всего в 5 километрах от центрального озера есть место, ради которого многие едут в Канди. Как вы понимаете, 5 километров для велосипедистов – ничто, так что мы рекомендуем добираться к ботаническому саду именно на велосипедах. Только лучше ехать не по главной дороге с насыщенным трафиком, а вдоль реки Махавели, самой длинной реки на Шри-Ланке. В жаркий день тут можно даже искупаться, полюбоваться порогами, а если повезет, увидеть диких кошек, которые, судя по дорожным знакам, приходят сюда на водопой. Но, скорее всего, животные приходят сюда только ночью. Мы прочитали, что Королевский ботанический сад посещает в год около 2 миллионов туристов. И, как вы понимаете, в 2020-м посетителей можно было пересчитать на пальцах. И почти все, кроме нас, были местными. Кстати, местным вход в парк намного дешевле. Иностранцы должны заплатить за входной билет по $16 человека, а местные меньше $1. Для них это скорее ухоженный парк для прогулок, чем достопримечательность. Иностранцы же в первую очередь едут сюда ради оранжереи и орхидей. Их здесь глаза разбегаются. Нас же очень впечатлил гигантский бамбук. А еще дерево с плодами, по виду напоминающими пушечные ядра или шары для боулинга. Дерево привезено из Мадагаскара и Гаяны, и получаются такие вот тяжеленные фрукты. Можно в боулинг ими играть. А еще тут очень нескромные обезьяны, так что прячьте свою еду подальше. Фишка этого ботанического сада в таких огромных деревьях, которые иногда совсем непонятной формы. Вот такие, например. Здесь 26 видов травы. Все, что вы ходите, и вам кажется, что вы просто там топчетесь по какой-то травке, оказывается, нет. У каждой из них есть название, и они здесь все в спектре, в каждом своя трава. Но всего в парке более 4000 растений со всего мира. Не будем говорить откуда, пусть у вас будет повод съездить в парк и узнать это лично. Вроде в парке ничего особенного нет, потому что все эти деревья, большинство, мы видели и так, и за пределами парка. Но здесь просто классно, можно погулять. Особенно если люди все время провели на море, то здесь такая вот прохлада, другая атмосфера, зелененькое все.
Красиво. Здесь стоит провести хотя бы пару часов, а если не спешите, то задержитесь здесь до вечера, когда на пальмовой аллее будут летать стаи летучих лисиц над головой. Неподалеку от ботанического сада на верхушке горы находится международный буддийский центр нелегала. Не-не-не, здесь все легально, просто название такое сингальское. Вчера только открылись все храмы, и сегодня мы уже поехали посещать классный храм на горе. Некоторые статуи еще только строятся здесь. Есть такое правило, обязательно надо ходить в маске, если ты турист. А если не турист, то как хочешь. И не забывайте соблюдать правила, которые очень важны для буддистов, особенно в этом храме. Первое. Разуйтесь перед входом и сдайте обувь в камеру хранения. Второе. Покройте плечи и колени. Третье. Желательно надеть белую или светлую одежду. И четвертое. Не фотографируйтесь спиной к статуям Будды, ступам и всем святым реликвиям. Это большое неуважение. Мы попали в этот храм на буддийскую церемонию. Думаю, это несложно. Они проходят довольно часто. Ну и так как этот центр на горе, то отсюда открывается обалденный вид на всю долину. Если будете ехать на велосипедах, готовьтесь к очень крутым подъемам после ботанического сада. Нас же сюда привезли местные знакомые на машине. Башню Амбулавава называют еще храмом 4 религий – буддизма, индуизма, христианства и ислама. Так что это место поражает не только красотой, но и смыслом. Вход сюда стоит всего 300 рупий. Башня находится неподалеку от города Гамбала, который находится в 17 километрах от Канди. Но от самого города предстоит еще долгий подъем на тук-туке или машине. Пешком далековато, но если выйти рано, то можно успеть. Мы же отправились к башне из Канди на велосипедах. Изначально мы планировали посмотреть на достопримечательности с помощью дрона, но башня находится так высоко, что с города Гампала дрон не мог подняться на нужную нам высоту. И тогда мы все-таки отправились покорять башню Амбулавава с велосипедами. Но преодолев всего несколько километров подъема, мы поняли, что не все тут так просто. И мы не ожидали, что по пути не будет ни одного магазина с водой. Мы поднимаемся на башню, нам осталось еще 3,5 километра. Воды у нас вот столько, и мы думаем, стоит ли продолжать. Мы решили идти, пока не закончится вода. А что мы решили? Я не решил. Ну а смысл сейчас пройти 100 метров, вода закончилась, все. Что? А потом что? Потом назад. Потом назад. Может сразу назад? Или я могу сейчас допить всю воду и все, вода закончилась. Хочешь? Могу сейчас допить. Твою первую. Закончилась вода. Все, друзья, закончилась. Какие будешь действия принимать? Что теперь делать? Ну, наверное, еще 20 минут стоять и думать, что делать. Давай, я пока посижу. В общем, пришлось нам спускаться. Так что кадры башни Амбулававы мы вам покажем глазами ребят из канала «Привет, мам». Кстати, заходите на их канал по ссылке в описании, там масса интересных фактов об этой башне и не только. Мы показали вам основные места в Канди и в окрестностях. Дней за 5 можно управиться со всеми или выбрать самое-самое. Ставьте лайки, если это видео было полезно, и пишите в комментариях, какое место вам понравилось больше всего. Кстати, у нас на канале уже готовы видео про столицу Коломбо, древний город Анурадхапуру и спальный монастырь Сигирию. Ссылки оставим в описании видео. Подписывайтесь на наш канал, потому что в следующем видео мы отправимся на восток, в сторону всемирно известного серферского курорта Аругамбей. Увидимся на канале Need for Travel. Then I know I'll never